непутевый огонь. Ох, Родина Русь, неподкованный конь. Худое корыто в хоромах да крюк, корой нажрусь, не диковина нонь. Ох, Родина Русь, зачарованный конь. Не пеняй, один тебе всадник по нраву мамай. Раскосой гнусь, воровская ладонь. Ох, Родина Русь, нераскаянный конь. Теплый ветер в поле летал, гулял, глядел, а потом этот ветер в окна влетел, и мне рассказал он шепотом. Очень много смуглых ребят уже сегодняшним вечером к нам придут рубить всех подряд, крича на тюркском наречии. А я в свои 15 годков понюхал смерти и пороху. Голову снимаю легко, как будто шляпку с подсолнуха. Не рискуй с такой детворой, на саблях в поле тягаться ты. Было выходило один в соотношении к 12. А вот уж видно их вдалеке. Черный главарь по-звериному щерится, что ты позабыл на реке, что называется вольной медведицей, должен ты накрыться в бою. По моему разумению детскому я тебе по-русски пою, но если хочешь, могу по-турецкому. Боря? Они не пересекаются. Так аксиома утверждает. Как? Так они же Так не вот, точка пересекаются. общая. Позволь, но аксиома-то говорит. Если две плоскости имеют общую точку, то они обязательно пересекаются по прямой, которая проходит через эту точку. Вот они имеют общую точку, а они пересекаются. Игорь? Они гораздо больше. Гораздо больше. Это почти правильно. Они ведь бесконечны. Это ведь не плоскость, братцы. Какая же это плоскость? Это кусочек плоскости, тетрадочка. А плоскость-то неограниченная. Нельзя же тетрадочкой ограничивать плоскость. Если мы имеем в виду плоскость, так мы просто показываем этой тетрадочкой расположение плоскости в пространстве. А эта плоскость идет вверх бесконечно, вдаль бесконечно, туда бесконечно и вниз бесконечно. И поэтому, если вы продолжите одну плоскость бесконечно по всем направлениям и вторую по всем направлениям, то они уже обязательно пересекутся. Поэтому тетрадь – это не плоскость. Вот в чем нелепость моего показа. Итак, если две плоскости, а это не плоскости, это только кусочки из них вырванные. Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, которая проходит через эту точку. Ученик на стадионе и ученик за партой один и тот же человек. И невозможно понять психологию его труда, если изучать его только в классе.
Учение – это борьба мотивов, желаний, привычек, стремлений. И если мы хотим понять, как лучше учить детей, надо срастись с ними. И тогда можно сделать обучение простым, разумным и методичным, чтобы сильные ученики не задерживались в развитии из-за слабых. Слабые не отставали, а учитель имел время вести исследовательскую работу и ходить с ребятами на стадион. А он сказал, врач, ты откуда? Я говорю, из Ленинграда. Он и говорит, ну ты моя землячка. Ну я тебе вот что хочу сказать. На верхней палубе это не мед на хлебе. Там приземляются фашистские самолеты и расстреливают недобитых раненых. Я говорю, так почему они кого-то должны расстрелять, а не меня? Что, я прятаться буду? Ему это понравилось. А раненых я кормить начинаю, какие сами могли есть, а какие даже и ложку не могли держать, только рот и глаза остались открытыми, остальное кукла из бинтов. Я на этом корабле проплавала весь 42-й год. Я выросла там на 13 сантиметров с половиной. И думала, как хорошо, я взрослая теперь, я уже большая.